My name is Tom Hugarda. I am a full-time trader. Меня зовут Том Хугарда, и я профессиональный трейдер. When I say full-time, I really do mean full-time trader. И называю себя профессиональным трейдером, который работает, так сказать, на полную ставку. Я действительно имею в виду, что я работаю полное время. Just ask my ex-wife. Можете спросить мою бывшую жену. She said I traded 24 hours a day, 5 days a week. Она говорила, что я трейдил по 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. And that's the truth. It's in the court papers. И это действительно так, это правда. I'm here to talk to you today about something which is very close to my heart. Сегодня я хочу поговорить о теме, которая мне очень близка. Ladies and gentlemen, I'm not selling you anything. Дамы и господа, я вам ничего не продаю. No courses, no books, no nothing, just the truth. Я не буду вам продавать ни каких-то обучающих курсов, ни книг, только буду говорить правду. I want to tell you the truth about how I make money in the market and how I think it's so incredibly difficult to make money consistently in the market. Я расскажу вам, как у меня получалось зарабатывать деньги на рынке, и расскажу, почему, мне кажется, невероятно трудно постоянно и стабильно зарабатывать на рынке. The path to profit in the market is not found in an indicator. Путь к прибылям на рынке не основывается на каких-то индикаторах. It's not in a piece of software. И прибыль нельзя закодировать как программное обеспечение. It's in a mindset. Все дело в мышлении. And what I'm going to do is to set your mind straight in the next 90 minutes. И в следующие 90 минут я бы хотел передать вам свое мышление, чтобы и у вас было правильное представление. The problem here is that we're all suffering from massive brainwashing. Проблема в том, что каждый из нас страдает и подвергнут очень мощной проверке мозгов. What I'm going to do is I'm going to do to you what I've done for myself. И с вами я хочу проделать то же самое, что я делал сам с собой. I have 8 points that I'd like to go through. У меня есть 8 пунктов на сегодняшнее выступление. If I only manage to go to point 3, И даже если я успею дойти только до 3-го пункта, I will still be happy. я все равно был бы рад этому результату. I invite all of you to get a copy of this presentation. Я предлагаю каждому из вас получить копию этой презентации. One way or another. Ask the organizers, ask me. I will give you my email address at the end of the presentation. Так или иначе, можете спросить организаторов конференции или обратитесь ко мне в конце выступления, и я дам вам свою электронную почту. Why does trading look easy? Why do most lose? The answer is brainwashing. Почему трейдинг выглядит легко, почему большинство проигрывает и теряет деньги? Ответ в том, что нам промывают мозги. What can you learn from nearly 50 million trades? И чему можно научиться из практически 50 миллионов сделок? I estimate that I have watched somewhere between 50 and 100 million trades in my career. Моя оценка такова, что я за всю свою карьеру наблюдал от 50 тысяч до 100 тысяч сделок. Both as a trader, И как трейдер, as a hedge fund trader, и как трейдер в хедж-фонде, and before that as a broker. и до этого работая брокером. I want to share with you my secrets. Я хочу поделиться с вами своими секретами. My secrets are statistics. Numbers, numbers, numbers. Мои секреты — это статистика. Цифры, цифры, цифры. I want to tell you why technical analysis as we know it is very, very difficult to apply to make profits in the markets. И еще я хочу рассказать вам о том, почему технический анализ в том виде, в каком мы его знаем, очень трудно применять для прибыльной торговли на рынке. So let's get started. Итак, начнем. This is an advert from a Danish supermarket. Это реклама, которая распространяет датский супермаркет. Let's say we take this gentleman here Давайте вот обратимся к этому джентльмену, сидящему в этом ряду, and his friend, и его другу, who looks like Tom Hardy, the Hollywood actor. который очень похож на Тома Харди, голливудского актера. Imagine they go out for dinner Представьте, что они пошли and ужинать, they can choose between 2 restaurants. и у них выбор между двумя ресторанами. On the front of the window of the first restaurant it says normal Saturday, full price. На первом ресторане на витрине написано «Обычная суббота, обычные цены». Super. On the other restaurant it says special Saturday, half price. А на втором ресторане написано «Супер суббота, 50% скидки». What restaurant do you think they'll choose? Как вы думаете, какой ресторан они выберут? They're going to gravitate towards the one that's cheap.
они пойдут в тот, который дешевле. Now, this is a Danish marketing. Это датская реклама. Now, I know you don't understand Danish any more than I understand Ukrainian and Russian. Я понимаю, что вы по-датски понимаете не больше, чем я понимаю по-русски и украински. But you get an idea that 20% is 20% in whatever country. Но вы же понимаете, что 20% скидки это 20% в любой стране. So knowing that I had to come here, I decided I want to go to a Ukrainian supermarket. Поэтому, когда я приехал в Украину, я решил, что загляну-ка я в украинский супермаркет. Here's a Ukrainian supermarket. Вот украинский Now, супермаркет. I'm going to swap back and forth. Я буду листать туда-сюда слайды. 20%, 20%, 14%, 14%, 11%, 11%. cabbage, 36%. Капуста, 36%. Love cabbage soup. Обожаю капустный суп. Очень полезно для роста волос. I'm still waiting. Все еще жду результата. Whatever language I am in, the power of marketing is the same. На каком бы языке не общалась реклама, не послала свои Whether I'm месседжи. in Russia, whether I'm in Ukraine, in Copenhagen, where I'm from, London, New York, the power of 20% off. Все работает одинаково, будь я в Украине, в Москве, в Копенгагене, в Лондоне, в Нью-Йорке, сила 20% скидки It's something that resonates with all of us. – это такая вещь, которая обязательно затронет самые глубокие струны вашей души. So now we walk into the financial markets, А теперь мы заходим на финансовый рынок, and you've heard a speaker or two say it's really easy to make money trading. и вы уже слышали, наверное, как кто-то говорит, что очень легко зарабатывать на And трейдинге. you take a course or two on trading and Поэтому charts. вы берете пару обучающих курсов, учите графический анализ. And so I'd like to start off with a quiz. Поэтому начну с короткого опроса. It's a very simple quiz. Очень простой вопрос. I'm going to give you 2 shares. Я дам вам 2 акции на выбор. These are not fictitious shares, these are real shares. И это не выдуманные акции, это настоящие акции. And you have to decide which one of these 2 you would ideally like to buy. И вам нужно решить, какую из этих акций вы бы хотели купить. Share number A is a social media company. Акция А – это акция компании, которая занимается социальными сетями. Everyone knows this company. Все знают об этой компании. It has rallied 300% in 1 year. За 1 год она выросла на 300%. There's not a single individual who doesn't think it's expensive. Нет ни одного человека, который бы не думал, что эти акции очень дорого стоят. Share B is a little different, ladies and gentlemen. Дамы и господа, акция Б немного отличается. It's an old general, Это, так сказать, старый генерал. like IBM, like General Electric. It's been in the market for a long time. Такая компания, как, например, IBM или General Electric, она на рынке уже очень давно. It hasn't done much in the last year. In fact, it's lost 20%, but it's moving back up again. Последний год она не показала каких-то больших результатов, на самом деле она потеряла даже 20%, но сейчас она начинает восстанавливаться. Every analyst on CNBC and Bloomberg says that this stock is cheap. Все аналитики на CNBC, на Bloomberg говорят, что эта акция сейчас дешево стоит. Okay, so this is what share A looks like. Вот как выглядит график для акции А. Okay, now I'm not asking for 200 people to shout out whether they want to buy share A or share B. I just want you to take a look at this and say, would you buy this share here? Я, конечно, не хочу, чтобы 200 человек сейчас наперебой стали говорить, я куплю или не буду покупать эту акцию. Просто ответьте для себя, вы будете покупать эту акцию или нет, вот на этом That's моменте. exactly what I would have said. Я бы сказал именно так. Or would you buy share B? Или бы вы купили акцию Б. So take 2 seconds to make up your mind, share A or share B. 2 секунды на принятие решения, акция А или Б. Okay, Хорошо. so share A. Итак, акция А. Share A we left here. Акция А, мы остановились здесь, вот этот момент с прошлого слайда. Have you ever heard of a company called Facebook? Вы слышали о компании, которая называется Facebook? When we thought Facebook was expensive, it was trading at 60. Когда мы думали, что акции Facebook стоят очень дорого, они были на 60. Now it's trading at 120. Сейчас они на 120.
I'd like to ask you all a question. Would you buy Facebook now? А теперь задам вам вопрос. А сейчас вы бы купили Facebook? Think very carefully about your answer. Очень осторожно будьте с ответом. Share number B. А вот вторая акция, Б-акция. It's a company in Norway that supplies drilling equipment to the oil industry. Это норвежская компания, поставляющая буровое оборудование для нефтегазовой отрасли. When we left it, it was trading around 60. На прошлом слайде она торговалась на 60. Now it's trading at 10. Сейчас на 10. Would you buy it now after it has fallen 95%? Купили бы вы ее сейчас, когда она потеряла 95% стоимости? Yet everyone says that it's cheap. И ведь каждый говорит, что она дешево сейчас стоит. And everyone thinks that share A is expensive. И каждый думает, что акция А слишком дорого стоит. Okay, let me try and get my argument across in a different way. Ну хорошо, давайте попытаюсь объяснить свою позицию немного по-другому. Imagine that I have to go outside in the yard, outside, Представьте, что мне нужно выйти на улицу, and I have to pick a fight with one of you. и мне нужно встать в спарринг с одним из вас. Like a good old, you know. Нормально помахаться. Who do you think I'm going to pick? Do Как you думаете, think I'm going to pick this big guy here? кого я выберу? Вот этого здоровяка? Oh, no offense. Do you think I should pick a fight with this lady here? Или, я, конечно, не хочу вас обидеть, или мне выбирать драку с вот этой вот леди? I'm sorry, but I'm going to pick you. Простите, но, конечно, я выберу леди. And that sums up the way I trade and the way that I invest. I always sell short the weakest. Именно так я торгую и инвестирую. Я всегда продаю в короткую самых слабых. And I always buy strength. И я всегда покупаю сильных. Imagine that two horses are running around a racetrack. Представьте, что на ипподроме соревнуются две лошади. And you're going to make a bet on which two horses win. И вы собираетесь сделать ставку. But it's a different kind of horse race. Но это не обычные гонки. It's a horse race where first they have to run one lap. Это необычные бега. Сначала им нужно пробежать один круг, And then you make your bet. и только после первого круга вы делаете ставку. And after one lap, После одного круга Black Beauty comes first. черная красавица первая, And Fat Molly, she's 400 meters behind. а жирная Молли отстает на 400 метров. Are you still going to bet on Fat Molly because it looks like this? Вы все еще собираетесь ставить на жирную Молли просто потому, что она вот так выглядит? You see, we're so brainwashed Нам настолько промыли мозги, that we always go for bargains. что мы всегда пытаемся найти какую-то скидку, что-то выгадать. I spent 10 years Я потратил 10 лет, observing trades from people like you. наблюдая, как проводят сделки люди, такие же, как вы. And in 10 years, I repeatedly watched people buying shares like this. И я постоянно видел, как все 10 лет люди покупали акции, подобные вот этой, And repeatedly wanting to avoid or selling short shares like this. и при этом они избегали или даже продавали в короткую акции, подобные вот этой. It is ingrained in our psyche Это зашито в нашу психологию, to look for what's cheap. искать что подешевле. And that's why no one wants to buy Facebook at 120. Поэтому никто не хочет покупать Facebook за 120. But everyone loves to buy a share B called Deep Sea Supply. Но любой с удовольствием купит акцию P, которая называется Deep Seas. Почему? Now, this is not just in shares on a big scale. Мы, конечно, говорим не только об акциях и больших сделках. It's in the microcosmos when I sit and I trade euro-dollar. Даже в микроситуациях, когда я торгую евро-долларом, If euro-dollar is traded at the highest of the day, если евро-доллар торговался на максимуме дня, do you think I'll be looking to buy? Or do you think I'll be looking to sell short? я буду рассматривать вариант купить или продать в короткую. If the Dow is trading at the lowest of the day, do you think I'll be looking to sell short or do you think I'll be looking to buy? Или если индекс Доу Джонса торгуется на минимуме дня, как думаете, я буду продавать или покупать? Ladies and gentlemen, I sell weakness and I buy strength. And I never ever guess where the higher the day is. Ever. Дамы и господа, я всегда продаю слабых, покупаю сильных, и мне никогда не приходится гадать, где максимум или минимум дня.
relying too much on the past price can make it impossible for you to stay focused on the right here, right now. Psychologists call this the anchoring effect. Если вы слишком много внимания уделяете прошлым ценам, вы отвлекаетесь, и вам не дает это возможности сфокусироваться на текущей цене, и я это называю эффектом якоря. So this Lego figure here, he's drowning. Вот этот вот бедняга тонет, But he's so happy that he says, well, I might be drowning, but at least I saved $9. но он все равно доволен. Он говорит, ну, может, я и тону, конечно, но хотя бы я сэкономил $9. But it's not just people like you that does this. Professionals does it too. Do you know this guy here? Но не только начинающие это делают, профессионалы делают это тоже. Вы знаете этого человека, вы слышали о нем? His name is Jim Cramer, and he runs a show called Fast Money on CNBC. Его зовут Джим Крамер, и он хост телешоу на канале CNBC, которое называется «Быстрые деньги». What they do to him is it's like handling a 5-year-old kid. They feed him a pound of sugar before he goes on. И что они с ним делают перед выступлением, перед эфиром, его накачивают сахаром, как 5-летнего ребенка. It's high-pitched. И он такой весь на взводе, у него высокий голос. On the 11th of March 2008, he was asked the question, should I be worried about Bear Stearns in terms of liquidity and get my money out? И 11 марта 2008 года ему задали вопрос, не стоит беспокоиться об акциях Bear Stearns в смысле ликвидности, может быть, не стоит выводить деньги из этой акции. And Jim Cramer went into a spasmodic fit, saying, Bear Stearns is fine. И он просто подорвался и сказал, с Bear Stearns все в порядке. Now note this date, Обратите 11th of March. внимание на эту дату, 11 марта. Would you buy Bear Stearns there? Купили бы вы Bear Stearns вот здесь? Because that's the 11th of March. Потому что это и есть 11 марта. And that's where Jim Cramer, with all his experience, said, Bear Stearns is fine. Вот тогда Джим Крамер со всем своим огромным опытом сказал, что с этой компанией все в порядке. Do you think a company that's fallen from 175 down to 50 is fine? Как думаете, у компании, которая упала со 175 до $50 за акцию, у нее действительно все в порядке? Is that a company that you want to invest your money in? Это действительно компания, в которую бы вы хотели инвестировать ваши деньги? Because you're hoping that you're the one who's going to pick the bottom? Надеюсь, что вы поймаете дно цены. Take a look at Amazon. Do you all remember? You all know Amazon? Посмотрите на акции Амазона. Вы все знаете, что такое Амазон, да? Amazon peaked at $110 back in 2000. В 2000 году максимум за акцию Амазона было $110. For the next 12 months, there was 1 buy recommendation, 2 buy recommendations, 3 buy recommendations, 4 buy recommendations, 5 buy recommendations, 6 buy recommendations, 7 buy recommendations, 8 buy recommendations, 9 recommendations, 10 recommendations. За следующие 12 месяцев аналитики, эксперты и прочие сделали 1, 2, 3, 4, 10 рекомендаций на покупку. Meanwhile, the stock went from 110 down to 20. Тем временем акция упала со 110 до $20. 1 year later, the first warning came out. Maybe Amazon is not such a great place anymore to be. Год спустя вышло первое предупреждение, заявляющее, что, может быть, Amazon не такая уж классная компания, не стоит там держать деньги. So I'm going to ask you again. Поэтому задам вам еще раз вопрос. I'd like you to take a look at this chart. Посмотрите, пожалуйста, на этот график. And you don't have to shout this out loud, but would Нет, you не buy обязательно it? говорить это вслух, But но I want to demonstrate to you the power of brainwashing. купили бы вы эту акцию. Я хочу на этом примере продемонстрировать вам силу промывки мозгов. Why would you go down to a supermarket and buy a piece of meat that is more expensive today than it was yesterday? Почему бы вы захотели прийти в супермаркет и купить там кусок мяса, который сегодня стоит дороже, чем вчера? You wouldn't, would you? Ведь вы не будете так делать, не будете покупать такое дорогое мясо, правда? You would look for a cheaper piece of meat. Вы посмотрите что-нибудь дешевле, поищите. If Coca-Cola is twice the price of Pepsi, Если Coca-Cola стоит в 2 раза дороже, чем Pepsi, you would choose Pepsi. вы ведь выберете Pepsi. And that, ladies and gentlemen, is why it's so incredibly difficult to make money in the financial markets, because the markets are perverse. Именно поэтому, дамы и господа, на финансовых рынках настолько трудно зарабатывать деньги, потому что финансовые рынки, они обманчивы. Because it's the only industry in the world, the only profession in the world where it makes more sense to buy something today because it's more expensive today than it was yesterday.
Потому что, дамы и господа, это единственная сфера человеческой деятельности, единственный сектор экономический, где имеет смысл и будет прибыльно купить сегодня какую-то вещь, которая сегодня дороже стоит дороже, чем вчера. But it's difficult to do. It's difficult to be one person when you're out in the supermarket, or buying a car, or buying a house, or buying a hi-fi, or buying an iPod, or buying a holiday. Так, очень трудно поступать, очень трудно быть на рынке другим человеком, в то время как, когда покупаешь машину или отпуск, или стереосистему, или iPod, iPad, потому что в таких ситуациях ищешь подешевле. You're doing a good job. Отлично получается, молодец. It's very difficult. Это очень трудно. It's very difficult to be one kind of person when you are investing and trading, and being a different kind of person when you're out shopping. Очень трудно быть одним человеком, когда инвестируешь или торгуешь, и при этом быть совершенно другим человеком, когда просто делаешь обычные покупки. And it's not just you. И такая проблема не только у вас. So, back in 2007, I was invited to give a speech. Еще в 2007 году меня пригласили выступить. Very much like this. Это была очень похожая ситуация, как сегодня. The only difference was that there was 1,300 people there. Единственная разница заключалась в том, что там было 1300 человек. And I asked a very simple question. И я задал очень простой вопрос. Would you buy this stock here? Купили бы вы эту акцию? It's a stock, one of the biggest companies in its area in the world called Reckitt. Это компания, лидер в своей индустрии, она называется Reckitt. And I asked people to raise a hand И я if they wanted to попросил buy this share. людей поднять руки, если они хотели бы купить And эту out of those акцию. 1,300 people, there were perhaps 10 people, maybe 20 at a push, that raised their hands. Из 1300 человек, наверное, человек 10, ну максимум 20 подняли руку, утверждая, что они хотели бы купить эту акцию. How many people do you think raised their hands when I asked if they thought it was too expensive? Как вы думаете, сколько людей подняли руки, когда я спросил, думаете ли вы, что эта акция слишком дорого стоит? It was a bit like me saying, hey, do you all want a can of free beer? Это было примерно так же, как если бы я спросил, кто хочет бесплатного пива? This share here Эта акция rallied another 20% in the next 4 в months. следующие 4 месяца набрала еще 20%. Am I beginning to get through to you? Как вы уже начинаете понимать, что я пытаюсь вам донести? I can have a... Okay. Now, this next example, and don't worry, I will get to trading techniques, I promise you. Еще один пример, и не беспокойтесь, к техникам торговли мы обязательно дойдем и займемся им. This next story had a profound impact on my life. Вот эта история имела огромное влияние на мою жизнь. Here's a share that just went sideways for many years. Вот акция, которая торговалась в канале очень долго, потом It then rallied она 50%. выросла на 50%. I had 25,000 active. Да, можно подумать, я понимаю, что тут написано. Yeah, this is a good one. Yep. Спасибо. I had 25,000 in the... One second. Секундочку. I worked for a company that had 25,000 active traders. Я работал в компании, в которой было 25 тысяч активных трейдеров. None of those 25,000 were interested in this share. И ни один из них не был заинтересован в этой акции. Not even after it rallied 50%. Даже после того, как она набрала 50%. Then it fell back to where it started off. Потом она вернулась к месту, откуда она начинала свой рост. And guess what? И знаете что? Now people began to take an interest in it. Теперь люди заинтересовались. Then the share fell all the way down from 1,200. Потом акция упала с 1200 до 400. Have you ever been to an aquarium Вы когда-нибудь были в аквариуме? and you look at the piranhas Смотришь на пираний, and they feed the piranhas? и когда приходит время кормления It's пираний, an incredible sight. это великолепное зрелище. All this activity, all this frenzy. Они просто с ума сходят. I'd like to ask you a question. И задам мой вопрос. There was a lot of interest in this share now. Теперь очень много кто заинтересовался этой акцией.
What do you think they were doing? Как вы думаете, что они делали? Do you think they were buying it? Думаете, они покупали? Or do you think they were selling it short? Или продавали в короткую? They were buying it. Они покупали. They were trying to find the bottom. Они пытались нащупать дно. I studied economics at university in England, В университете в Англии я изучал экономику, and I studied economic history. и я изучал экономическую историю в том числе. And one of the things that impacted me most in my studies were reading about the American Depression. И что на меня оказало очень большое влияние, очень сильно впечатлило меня, это американская Великая депрессия. Where people were queuing up outside the banks trying to get their money. Когда люди вставали в очереди перед банками, чтобы достать оттуда свои деньги. Now that was in the 1930s. Это было в 30-х годах 20 века. This picture is from 2009. А эта фотография сделана в 2009 году. And I never thought in my life I would observe people queuing up outside a bank in London trying to get their money out. Я не мог себе представить, что не мог даже представить и поверить, что когда-нибудь в своей жизни я своими глазами увижу, как люди в Лондоне выстраиваются в очереди перед банком, чтобы вытащить деньги. And I never thought I would have to comfort crying men. А я никогда не думал, что мне придется успокаивать плачущего человека, Standing in our offices который пришел к нам в офис, because they lost all the money they had invested in this share. потому что этот человек потерял все деньги, вложенные в эту акцию. Because apparently this stock was too big to fail. Потому что казалось, что эта акция была слишком большой и мощной, чтобы разориться. And because everyone else thought it was cheap. И потому что все думали, что теперь эта акция стоит дешево. Cheap, expensive, it's an illusion. Дорого, дешево, это все иллюзия. This too is an illusion. И это тоже иллюзия. These wheels do not move. Эти круги не двигаются. It is the curvature of our eyes Дело только в изгибах наших глаз, that makes it appear. из-за которых кажется, что на картинке есть движение. So let's try and apply this into something practical. Something that we can use when we trade FX. А теперь давайте попробуем применить это как-то на практике, чтобы мы смогли использовать это знание при торговле на Форексе. One of my colleagues in the industry, Rodriguez, he investigated 43 million shares. Very much a company like Forex and Forex. Один из моих коллег в отрасли, где я работаю, Родригес, изучал 43 миллиона сделок на Форексе. Он работал в компании, очень похожей на Форекс Маркет. 43 million trades over 12 months. 43 миллиона сделок за 12 месяцев. Executed by 21,000 traders. Эти сделки были сделаны 21 тысячей трейдеров. How many of those 43 million closing trades were winners? Would you think about that for 5 seconds? Подумайте, вот 5 секунд, как думаете, сколько из этих 43 миллионов сделок были закрыты в прибыли? Сколько This is процентов? what you do when you trade with Forex. Ведь вы это делаете тоже, когда торгуете. Will you translate? I want you to translate what percentage people think. Как думаете, сколько процентов было выигрышных прибыльных сделок? 5%. 3. 90. 5. You're not very 10. 2? You're not very optimistic. Это не очень оптимистично. Any higher? Спасибо. Кто больше? I got 25 over here. Слушай, мне 25, кто больше? The answer is, ladies and gentlemen, 65% of all their trades were winning trades. Дамы и господа, ответ это 65% сделок были выигрышными, прибыльными. That's good. Это хороший результат. Now, that's not the whole story though, is it? Но ведь это не вся картина, правда же? Because we've all had one of those days where we just, every single trade that we execute makes money. Потому что у каждого из нас были дни, когда каждая сделка приносила деньги. And then the last trade of the day is the one that we lose it all on. А на последней сделке дня теряли все. Yeah? Okay, so
You all know what pips mean. Итак, каждый из вас знает, что такое пункты, пипы. On those 65% winners, how many pips do they win when they win? Как думаете, из этих 65% прибыльных сделок, сколько пипов они зарабатывают? Take 10 seconds to think about this. Подумайте 10 секунд. Да, вы очень позитивно настроены, отлично. And how many pips do they lose when they lose? А когда они теряли деньги, как думаете, сколько пунктов они теряли? Ladies and gentlemen, take this in. Дамы и господа, вот проникнитесь этим. 65% hit rate. 62% позитивных результатов. Average winning trade, 48 pips. Средняя прибыльность сделки 48 пунктов. Average loss, 83 pips. Средний убыток на сделке 83 пункта. Okay, translate this carefully. Psychologically, people want to maximize the amount of winning trades Психологически, по психологии люди стремятся максимизировать количество прибыльных сделок, rather than maximizing the amount of money they make on each trade. вместо того, чтобы максимизировать количество денег, заработанных на каждой сделке. What's the problem here? В чем же здесь проблема? The problem here is that when you are in a winning trade, Проблема в том, что когда вы сидите в прибыльной сделке, вот вы, например, let's say you make 20 pips, допустим, вы уже 20 пипов в плюсе, 30 pips, 30 пипов, 40 pips, 40, 50, 50, 60, 60. you're no longer so cool. Вам уже не так спокойно сидится, правда? You begin to think, I'm no longer hoping it's going to be 70. Вы уже не думаете, что я больше не надеюсь, что она вырастет до 70. I'm beginning to fear that 50 becomes 40 Я боюсь, что 50 превратится в 40, или в 30, or 20. или в 20. You're no longer hoping it's going to be 70. You're fearing it's going to go back to 20. Вы уже больше не надеетесь, что вырастет до плюс 70 пунктов, вы уже боитесь, что упадет до плюс 20. Killing it there. Да, конечно, меня просто убивает. You would rather close your trade early out of fear that your profit will disappear. Вы скорее закроете сделку из страха, что прибыль утечет. People become fearful when they should be hopeful. Люди боятся, когда им стоит надеяться. Or people become hopeful when they should be fearful. So when you're losing 20, И наоборот, люди надеются, когда им стоит бояться. И когда вы теряете 20 пунктов, you're hoping that 20 becomes 10 again. вы надеетесь, что 20 превратится хотя бы в 10. You're not fearing that 20 will become 30. Вы не боитесь, что минус 20 превратится в минус 30 пипов. Okay, I may not understand Russian, but I reckon Я, конечно, не понимаю по-русски, но, наверное, yes. Это 4 часа, да. so. Продано. Do you follow me? Следите за мыслью, да? How did I become a kind of guy that... May I tell you a little side story? Сейчас расскажу вам небольшую такую историю. I have a trader friend who runs a magazine in Germany. У меня есть друг трейдер, который еще занимается журналом в Германии. He said to me, И он сказал, you're a multi-millionaire trader. ты трейдер-мультимиллионер. You can't possibly relate to people who open an account with, say, 1,000 euros. Ты наверняка вообще не можешь понимать людей, которые открывают счет с 1000 евро на депозите. I challenge you to open an account with 1,000 euros. Поэтому бросаю тебе вызов. Попробуй открыть счет, сделать депозит 1000 евро And trade it with those principles that you've done here. и торгуй с этими принципами, которые ты здесь рассказываешь. And I said, what's the goal? Я сказал, хорошо, а какая цель? Let's see if you can make 10% in a month. Он сказал, посмотрим, сможешь ли ты сделать 10% за месяц.
I am now 2 months into the experiment, Сейчас уже идет второй месяц этого эксперимента. and I have 28 doubled my account. 28 doubled. Double. 28 times. И я удвоил свой счет 28 раз. And, no. Нет, пожалуйста, не надо. No. And I promise you, before we leave each other today, I want to tell you why I'm able to do that. И прежде чем я закончу свое выступление, я обязательно обещаю вам, что я расскажу, почему у меня это получается. It's not moving averages. И дело не в скользящих средних, It's not RSI. дело не в RSI, It's certainly not Fibonacci. и уж точно не в Фибоначчи. And it's not stochastics either. И стохастик тут тоже ни при чем. Because none of that works. Потому что вот эти вот все линии не работают. It's about when you are right 10 times more than when you're wrong. Все дело в том, чтобы быть правым в 10 раз чаще, чем ошибаться. So imagine this is not a chart over 4 years. Потому представьте, например, что это график не 4-летний. Imagine this is Dow Jones. No, imagine it's Eurodollar over an afternoon. Хорошо, представьте, что это евро-доллар за последние полдня. Do you know what the typical trader will do if they had bought it there? Вы знаете, что будет делать типичный трейдер, если он купил вот там, вот где-то ближе к низу? I watched this for 10 years. Я наблюдал за этими ситуациями 10 лет. For 10 years, I watched people buy there, Я 10 лет наблюдал, как люди покупают вот здесь, and they would take half their profit there, половину прибыли выбирали здесь, they would take another quarter there, еще четверть здесь выбирали, 1/10 up there, десятую часть вот здесь and выбирали, they would probably close it there. и, наверное, полностью закрывали сделку здесь. And by the time I was up there, А к тому времени, когда котировка выросла аж вон туда, they wouldn't be in a position anymore. они уже были не в позиции. Now, when I trade, I would also buy it there. Я бы тоже здесь купил. But when it goes up there, Но когда вырастает до сюда, I will buy more. я бы то купил. When it goes up there, Когда дорастет котировка до сюда, I will buy more. я бы еще докупил. When it goes up there, Когда дорастает сюда, I will buy more. я бы еще докупил. When it goes up there, А здесь я are you бы... beginning to get what I'm doing, what I'm talking about here? Вы уже See, начинаете понимать, что я делаю или нет? let's talk religion for a second. Давайте немножко поговорим о таком вопросе, как религия. Okay. Some people will have an image of Jesus on the wall. У кого-то на стене висит икона с Христом, например. Some will have an image of Allah. У кого-то может быть надпись Аллах. Some will have an image of, it's always dangerous talking religion. Хотя, Some will конечно, о have, религии всегда очень опасно говорить. some will have an image of Buddha. А у кого-то будет Будда. And no offense to any other religion left out, I'm sorry. И, конечно, я не хочу обидеть все другие религии, которые я не упомянул, простите. I have a picture of a guy called William Eckhart. А у меня на стене висит фотография человека по имени Уильям Эккарт. And that's not because I like boys more than I like girls. И не потому, что мне мальчики нравятся больше девочек, Because I don't. потому что это не так. I got a photo of William Eckhart because he's got a PhD in mathematics. У меня висит фотография Уильяма Эккарта, потому что он кандидат наук математических, He also happens to be one of the best fund traders in the world. и кроме того, он один из лучших фондовых трейдеров в And he мире. has mathematically proven И он математически доказал, that it is completely pointless что нет совершенно никакого смысла to guess where the top is in a rising market. пытаться угадать, где максимум, где будет вершина у растущего рынка. And it is completely pointless И также совершенно не имеет никакого смысла to guess where the bottom is in a falling market. пытаться нащупать дно на падающем рынке. So when I buy, Поэтому, когда я покупаю, I want to buy more and more and more and move my stop loss up. я хочу покупать все больше и больше и больше, и при этом я подтягиваю стопы. Do you know why I do that? Знаете, почему я это делаю? Because it's the hardest thing to do. Потому что это делать труднее всего. If 98% are wrong, И если 98% ошибаются, and people generally follow the path of least resistance, и, конечно, люди обычно идут по пути наименьшего сопротивления, you all want to do what's easy. каждый из нас стремится делать то, что легче.
Good trading pushes you out there where it is no longer comfortable. Но хороший трейдинг – это когда тебе некомфортно. Good trading challenges you. Хороший трейдинг – это постоянные вызовы. Good trading pushes you into an area where you are no longer comfortable. Хороший трейдинг – это когда ты оказываешься в ситуации, где тебе абсолютно некомфортно. In other words, good trading is quite painful. Другими словами, хороший трейдинг – это довольно больно. And unprofitable trading is very easy. А неприбыльный трейдинг – это очень легко. It's a bit like being on a diet Это очень похоже на диету. and you're confronted with McDonald's. Когда ты сидишь на диете и при этом стоишь перед Макдональдсом. The hard bit is to walk past McDonald's. Очень трудно пройти мимо. But it's very easy to walk in there and get one of those Big Mac menus. Но зайти и взять Биг Мак меню с большой картошкой очень легко. So, let me tell you what are my secrets. Итак, теперь поделюсь с вами своими секретами. Как там со временем? Это вы. Ладно, буду продолжать говорить, пока кто-то не скажет мне заткнуться. Okay. Let's take a look at the Dow Jones. Посмотрим на Dow Jones. What was the worst day ever in Dow Jones' history in points? Как вы думаете? 50. 1-5? Oh, 5-0. That's fine. Нормально. Plenty of time. Как вы думаете, за всю историю индекса Dow Jones в пунктах, какой был его самый плохой день? Maybe that's not good for you if you're bored. You have to be here for another 50 minutes. Наверное, вы, может быть, не очень рады, что еще 50 минут слушать меня, если вам уже надоело. I won't take offense if you leave. Так что, если вы встанете и уйдете, я не обижусь. Okay. What was the worst day ever in Dow Jones' history? Итак, за всю историю Dow Jones какой был самый плохой его день? In points. В пунктах. 200. The worst day ever was the 15th of September 2008, where the Dow Jones lost 980 points. Самый плохой день было 980 points. был в сентябре 2008 года, когда Dow Jones потерял 980 пунктов. What was the best day ever in Dow Jones' history? А какой был самый лучший день Dow Jones за всю историю? The day after. Это был следующий день. What you're seeing here is 7,500 closing days in Dow Jones. Здесь вы видите распределение цен закрытия 7,5 тысяч дней для Dow Jones. Oh, I love my statistics. Обожаю статистику. So, this is what we call a normal distribution. Это называется нормальное распределение. Ladies and gentlemen, what is the statistical chance of Dow Jones closing in positive territory on Monday? Дамы и господа, какова статистическая вероятность, что в понедельник Dow Jones закроется в плюсе? Viewed over the last 30 years. Если мы посмотрим на последние 30 лет, например. What you're seeing here is the distribution of all the closing trades, all the closing days where we closed in negative territory versus positive territory. Здесь мы видим распределение за 30 лет, как закрывался Dow Jones в плюсе или в минусе, 7,5 тысяч дней. Ladies and gentlemen, it's 46% chance that the Dow Jones is going to close in negative territory, and 54% chance that the Dow Jones is going to close in positive territory. Дамы и господа, шанс, что Dow Jones закроется в минусе, 46%, а шанс, что он закроется в плюсе, 54%. So I might as well flip a coin. То есть, в принципе, можно монету бросать. I might as well flip a coin. Действительно, можно просто бросать монету, результат тот же. Because the distribution of winning days to losing days is nearly 50-50. Потому что распределение прибыльных и убыточных дней практически 50 на 50. Which means that the only chance I have of making money consistently as a day trader Что значит, что единственный мой шанс постоянно зарабатывать на этом рынке – это торговать внутри дня. is begin to apply statistical analysis rather than technical analysis. И при этом вместо технического анализа применять статистический анализ. So what I found was that the first 5 minutes И вот что я обнаружил. Первые 5 минут when the Dow Jones opens, после открытия Dow Jones,
that will be the higher the day or the lower the day 20% of the time. В 20% случаев в первые 5 минут рынок покажет максимум или минимум этого дня. And within the first 35 minutes, half of all trading days, I will have already seen the higher the day or the lower the day. А в первые 35 минут рынок покажет максимум или минимум целого дня в 50% случаев. And 90% of all trading days, the higher the day or the lower the day, will have been found in the first 2 hours of trading. А в 90% дней максимум или минимум дня будет достигнут уже в первые 120 минут торгов. But for me, it gets better than this. Но для меня все становится только лучше. 50% of all trading days, the Dow will close at the higher the day or the lower the day. В 50% случаев Dow Jones закроется либо на максимуме дня, либо на минимуме. So let's take a look at the last 10 days in the Dow. Давайте посмотрим на последние 10 дней, как дела были у Dow Jones. Let's start here. Вот начало. We make a low in the first 10 minutes of the day. Достигли минимума в первые 10 минут We close at the higher the day. и закрылись на максимуме дня. We make a very, very rare day where we have an early top. Очень редкий день, когда в самом начале была такая фигура, But we don't have either a strong close or we close right in the middle. а закрылись примерно посередине, не было ни This is rare. минуса. Это очень редко случается. Here, we close at the low of the day. Здесь мы закрылись на минимум. Here we make an early top within the first 30 minutes. Здесь первые 30 минут вершина We close at the low of the day. и закрылись внизу. Here we make an early low. Снова в самом начале дня достиг минимума рынок, We close at the high of the day. закрылся на максимум. Here we make an early high. Здесь в самом начале максимум, We close at the low of the day. закрылись на минимум. Here we make an early low. А здесь очень низкий, в самом начале низкая цена, And we close at the high of the и day. закрылись на максимуме. Let's say for the sake of the argument that I had bought it there. Давайте представим, что я купил вот здесь. Вот, And I know that there's a more than 50% chance that when we close tonight, we will close at the high of the day. И я знаю, что есть 50% вероятность, что при закрытии Dow Jones будет на максимуме. I will add to my position throughout the day. На протяжении дня я буду наращивать позицию. And I will move my stop loss up to the best of my ability as the market moves higher. И пока рынок растет, я буду подтягивать свои стоп-лоссы настолько, насколько только смогу. Days where I don't have a good day Такие дни, когда у меня очень нехорошо все получается, would be days like this. это вот такие дни. I will sell short, sell Я short, продаю sell short, короткую, sell short. продаю короткую, короткую, And then the market reverses and closes quite strong. а потом рынок разворачивается и закрывается в плюсе. Those are days where I go home and kick the cat. В эти дни я возвращаюсь домой и высвобождаю все свое злостное хотя. Do you have any idea of how profitable a day like this is for me? А как вы думаете, насколько прибыльным становится день вот типа этого для меня? This is a day where I sell short, 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 until the market closes. В этот день я продавал короткую, продавал и продавал и продавал, пока рынок не So закрылся. although I will have days like this where I don't do well, И хотя у меня будут убыточные дни, I will have days like this where I will easily double or triple my account in a day. у меня будут и такие дни, когда я с легкостью удвою или даже утрою свой счет. 98% of the clients that I observed over a 10-year period, 98% клиентов, за которыми я наблюдал за 10 лет, irrespectively of this as being euro, dollar, sterling, dollar, dollar, Swiss, dollar, yen, euro, yen, they will be looking to buy this. независимо от того, это евро-доллар, евро-франк, евро-фунт, доллар-иена, они будут покупать вот здесь. They will have an incessant need to want to buy cheap. У них просто какое-то такое непоборимое желание покупать дешево. I estimate 2 out of 100 traders would want to sell short the Dow Jones here. И моя оценка такова, что где-то 2 трейдера из 100 будут продавать в короткую вот здесь. I estimate 98 of 100 traders would rather buy the Dow Jones here in the hope that they're going to catch the low. А 98% скорее стремятся купить вот здесь в надежде, что они поймают дно. So, ladies and gentlemen, if you want to make money trading, Поэтому, дамы и господа, если вы хотите зарабатывать на трейдинге, do not look for indicators. не смотрите на индикаторы. Do not believe that Fibonacci is going
Не верьте, что Фибоначчи вам поможет. Work on your mindset. Get a hold of this presentation. Работайте над своим мышлением. And the next time that you are seeing the Dow being up 100 on the day, Запомните то, что я вам говорю. И в следующий раз, когда вы увидите максимум дня, or when euro-dollar is up 50 or 60 points on the day, или когда за день евро-доллар наберет 50 или 60 пунктов, and you're thinking, I'm not going to buy it here because it's too expensive, и если вы снова подумаете, что я не буду здесь покупать, потому что слишком же дорого, then for God's sake, remember these words. я вас просто умоляю, запомните эти слова. I would be buying. Я бы купил. And if you do what I do, Если вы будете делать то, что делаю я, you will make money. вы будете зарабатывать. Not because of an indicator or a piece of software, Не благодаря индикатору или какому-то роботу, but because you're doing the right thing. но потому что вы будете делать то, что должно делать. You buy strength Вы покупаете сильных and you sell и weakness. продаете слабых. And that's what professional traders do. Профессиональные трейдеры именно так и Professional поступают. traders don't give a flying hoot about stochastics and MACD and RSI and Keltner channels and Bollinger Bands. Профессиональным трейдерам чихать на полосы Боллинджера, MACD, стохастик и все остальное. Because we know that's not going to make you any. Потому что мы знаем, что от этого ничего не получишь. I'm sorry if I am stepping on some people's toes. Простите, если я кого-то этим задеваю. The stats in the DAX is just like the stats. So why don't we go to currencies? В статистике в индексе DAX точно такая же статистика, Because this is an поэтому index show. займемся валютами, потому что все-таки это же Форекс. And here's the problem, ladies and gentlemen. И вот в чем проблема, дамы и господа. This is a chart that illustrates what is wrong with every piece of software. И вот график, который иллюстрирует, что не так с каждым программным пакетом And every single indicator. и с каждым индикатором. The market has two states. У рынка есть два состояния. There's the state where we are going nowhere, sideways. Есть состояние рынка, когда мы никуда не движемся, а просто боковое движение. And then there's a state when market expands. И есть состояние, когда рынок расширяется, It grows растет or it falls. или падает. But there's no indicator. Но нет ни одного индикатора, There's no piece of software. никакая программа, There's no person ни that один can give человек you a recipe не может дать вам рецепт, that will work in anything like this. который будет работать вот в таких ситуациях. It means that I know I will make my money when the markets are trending. Это значит, что в тренде я заработаю, да. And I know I will have my tough days И я знаю, что плохие дни when the market is sideways. у меня будут на боковом рынке. But because the market is distributed 50-50, Но из-за того, что на рынке распределение результатов идет 50 на 50, I have no choice but to be in there. у меня нет выбора, кроме как входить. I have to go to work. Я должен ходить на работу. I have to attempt to do my best every single day. Я должен стараться добиться наилучших возможных результатов каждый день. And these are the days that I live for. И ради этих дней я и живу. And this is days that I could do without. А без этих дней я, в принципе, мог и обойтись. But that's the nature of trading. Но в этом вся природа трейдинга. MACD, RSI, stochastics, it works fine in these kinds of markets. MACD, RSI, стохастик работает хорошо. Let's take a look at something like stochastics. Давайте посмотрим на стохастик. Okay, market is cheap. Рынок сейчас внизу, сейчас дешево. Yeah. Да? Oh, Хорошо. market is expensive. А сейчас слишком высокая котировка, дорого. Not so good. Да, не очень хороший результат показывает стохастик. But you don't know at the time. Но пока вы не увидите следующую свечу, даже не знаете. Which means that if you sell here, Это after you значит, bought here, если вы купили здесь, а продали вот здесь, высоко, you will miss this. вы пропустили все остальное движение. Of course, there's also days when you sell here Конечно, бывают дни, когда вы продаете здесь, and you buy it а back here. покупаете здесь, покупаете назад. Забираете. The problem here is, ladies and gentlemen, Но проблема в том, дамы и господа, that you have a very, very simple question to answer. что вам нужно ответить на один очень простой вопрос. What group do you want to be in? К какой группе вы хотели бы принадлежать? Why don't you go and ask Super Forex and MT5 and InstaForex and ForexMart?
Спросите у Суперфорекса, МТ5, Форекс-Марта, Инстафорекс, who of their clients are making money using stochastics. кто из их клиентов зарабатывает, используя Stochastics. Or just ask who of their clients are making money. Я бы даже просто спросил, кто из их клиентов просто зарабатывает. And since I'm not selling anything here, И так как я вам ничего не продаю, and I'm not selling anything, I can say whatever the hell I want. и так как я ничего не продаю, я могу говорить все, что мне в голову And взбредет. I only have one interest, И я заинтересован только в одном. and that is to set you straight. И это направить вас. You see, I spent 10 years watching thousands and thousands of people burn their money away. Послушайте, я 10 лет наблюдал, как люди сливали депозиты. They could never let their profits run. Они никогда не отпускали прибыль. Letting your profits run, Потому что, чтобы отпустить прибыль, позволить ей расти, it hurts. это больно, It's not comfortable. это некомфортно. A bit like going on a diet, Это все равно, как сесть на диету. and the chocolate cake is in the fridge. А в холодильнике стоит шоколадный торт. It is so easy just to, I'll carry on tomorrow. Так вот, так легко сказать себе, ничего, завтра продолжим. Being a good trader Быть хорошим трейдером, requires to be able to put up with that uncomfortableness чтобы быть хорошим трейдером, необходимо смириться с этим дискомфортом, that it is to run your profit. а именно позволять своим прибылям Because we расти, have a отпускать. brain, Потому что наш мозг, it's called a reptile brain, у нас, в общем-то, такой же мозг, как у пресмыкающихся. 500 million years old, 500 миллионов лет всего лишь он существует. has one purpose, И у этого мозга только одна задача to protect us – защищать нас against pain, от боли, emotional pain, эмоциональной боли, physical pain. физической боли. The physical pain is not even there so much anymore. С физической болью в наши времена проблем практически нет. There's no big dinosaur trying to kill us as we run over the prairie. Уже динозавры не пытаются нас съесть, пока мы переходим дорогу. But the mental pain is everywhere, especially when we're trading. Но эмоциональная боль все еще здесь, и она очень распространена, особенно в трейдинге. The only reason why I'm good Да, молодец. is because I can put up with that pain. Единственная причина, почему я добиваюсь хороших результатов, потому что я смирился с этой болью, я научился с ней справляться. And I swear to God, if I can learn to put up with that pain, so can you. И я клянусь вам, если я научился с ней справляться, то и вы сможете. I don't consider trading currencies any harder than trading indices. Я не считаю, что торговать валютами сложнее, чем And there are индексами. certain things that I always look for when I trade currencies. И когда я торгую валютами, я всегда обращаю внимание на следующие вещи. First of all, Во-первых, I will never take a trade in a currency just to make 2 or 3 pips. я никогда не войду в сделку на валюте ради пары пипов. I really don't care about 2-3 pips. Правда, пару пипов мне вообще погоды не делает. Second, I want to look at signals on the longer time frames. Второе, я всегда ищу сигналы на более длительных промежутках. So let me give you some examples of the trades that I take. Поэтому приведу вам примеры своих сделок. I call the first one an aggressive bar. Первый подход – это агрессивный бар. Sometimes it's also known as a road sign bar. Иногда такие бары еще называют знак у дороги, And дорожный here, знак. I've highlighted a few here. Вот я выделил для вас несколько таких баров. Market makes an enormous move higher. Рынок делает очень большое движение вверх. And at that point, I'm not in here. И здесь я не вошел. I'm the one who buys there. Я покупаю вот здесь. Yeah? Так, I'm the one who buys here. я покупаю здесь. And the market begins to move higher. И рынок продолжает расти. And to the best of my ability, И насколько я могу, I will move my stop loss up. я подтягиваю свои стопы. And I will buy more. И докупаю вот здесь. I will never guess which way the news goes. Я никогда не пытаюсь угадать, в какую сторону двинут рынок новости. It will be me who will be selling here. Здесь я продаю. Я продаю в короткую. And I will be adding to my positions here. И вот здесь я буду наращивать позицию. It's me who's selling down here. Вот здесь я продам. I am never afraid of selling something that's already fallen a lot. Я никогда не боюсь продавать инструмент, который уже очень сильно упал. I am never afraid of buying something which has already risen a lot. И я никогда не боюсь покупать инструмент, который уже очень хорошо вырос. For 10 years, I've watched my clients wanting to sell short here and wanting to buy here. 10 лет я наблюдал, как
мои клиенты стремятся продавать вот здесь, покупать вот здесь и покупать вот в третьем варианте. I buy strength, I sell weakness. Я покупаю силу и продаю слабость. These bars have a hallmark. Эти пары, они необычные, они определены здесь. They are significantly longer than the previous bars. Они намного длиннее, чем предыдущие бары. So let me show you the best trade that I've had all month. Поэтому давайте я вам покажу самую лучшую свою сделку за месяц. This is dollar-yen. Это доллар-иена. Abe. Well, that's the politician's name, Abe. Человек по имени Эйб. He decided not to provide further economic stimulus, monetary stimulus in Japan. Он решил не продлевать программу монетарного стимулирования экономики в Японии. And at 5 o'clock in the morning, И в 5 утра, when the news broke, когда эта новость была объявлена, the market reacted incredibly violently. рынок просто бешено отреагировал. I woke up because my beeper woke me up. Я проснулся, потому что меня разбудил будильник. At that point, the dollar-yen had gone from 112 down to 109. За эту одну свечу доллар-иена упал со 112 до 109. That's 300 pips, 3 big figures. Это 300 пипов. This is where I started selling. Вот здесь я начал продавать. I didn't place a stop loss up there. Я не стал вот здесь размещать стоп. That would be pointless. Это было бы бессмысленно. I had a student of mine call me and ask me what I was doing. И в то время позвонил мне один мой студент и спросил, что я сейчас делаю. So I said to him, what are you doing? Но я спросил ему, задал ему встречный вопрос, а ты что делаешь? Well, I'm buying. Он сказал, я покупаю. Why are you buying? Я говорю, а почему ты покупаешь? Because it's cheap. Потому что дешево. Why is it cheap? Почему же дешево? There was silence. А в ответ тишина. Say, I'm selling. Я говорю, а я продаю. Why are you selling? Я говорю, а почему ты продаешь? I'm selling because I think the whole world has just been caught on the wrong side of the market. Я думаю, что я продаю, потому что мне кажется, что сейчас весь мир был не на той стороне рынка. And I think there's a lot of hedge fund traders all over the world who's going to come to work in the next 2 hours. И я думаю, что в следующие 2 часа по всему миру придет очень много менеджеров и трейдеров хедж-фондов на работу. And they'll be bleeding. И у них будет кровь из глаз. They'll be lying down. Они будут просто падать. And I'd like to be there И я бы хотел там быть and kick them. и их подпихнуть. Because that's what I do. Потому что я этим занимаюсь. I kick the ones that lie down. Я пинаю тех, кто уже лежит. That's my job. Это моя работа. I sell weakness. Я продаю слабых. I'm a pariah. I'm a pariah. Я пиранья. Yeah? I'm a lion. Я лев. How does the lion choose its prey? Как лев выбирает свою жертву? Will he choose the strongest of the herd? Неужели львы выбирают самого сильного в стаде? Нет. You know, they'll choose the weak. Львы выбирают самого They'll слабого. hunt down the weak. И они охотятся за слабыми. I'm sorry. Простите? It doesn't mean that I'm not a nice guy, Это не значит, что я какой-то вообще нехороший человек. but a nice guy in the markets doesn't pay the mortgage. Но быть хорошим человеком, приятным человеком на рынке, за этим ипотеку не оплатишь. It doesn't pay the ex-wife the alimony. И алименты бывшей жене тоже не выплатишь, если будешь хорошим парнем. Doesn't. Серьезно, не выплатишь. This was my best trade, Это была моя лучшая сделка. and I kept selling, И я продолжал продавать, и продавать, and I kept и selling. продавать. And at one point, И в какой-то момент, about a week later, примерно неделю the спустя, market rallied, рынок развернулся, and I got stopped out. и меня повыбивали стопы. How many times do you think I sold again after my first sell? Как думаете, после первого входа в рынок, сколько раз я, так сказать, продавал? It was about 12 times. Примерно 12 раз. About every 20-25 pips, I sold more. Примерно каждые 20-25 Every single пунктов time. я наращивал позицию. Every single time that I could move my stop loss down on the first position. Каждый раз, когда я мог подтянуть свой стоп к первой позиции. Let me explain to you how I add to my winning positions. Давайте я вам сейчас расскажу, как я наращиваю свои прибыльные позиции. Can you imagine a pyramid? Представьте себе пирамиду. And imagine that pyramid represents your trading size. Представьте, что эта пирамида представляет объем вашего торгового лота. The first position is the one that builds the foundation.
Первая позиция – это основание. And the subsequent trades get smaller and smaller. А последующие сделки становятся все меньше и меньше. So when you can protect the first position with a stop loss to your break even, И работаем так, чтобы защитить стопом свою первую позицию, свой первый вход, когда ты будешь в безубытке. I use the profit from the first position to bet bigger and bigger and bigger. И прибыль из своей первой позиции я использую для того, чтобы входить в рынок еще большими и большими лотами. I guess one of my strengths is I'm good with numbers. Наверное, одна из моих сильных сторон, то, что у меня хорошо получается работать с цифрами. So let me ask you a question. Of the 20,000 clients that I supervised when I was a broker in London, из более чем 20 тысяч клиентов, за которыми я следил, когда был брокером в Лондоне, listen carefully now. теперь слушайте меня внимательно. How many do you think of those 20,000 clients were winning clients? Как думаете, из этих 20 тысяч клиентов сколько зарабатывали, сколько получали прибыль? And while you're thinking about that, И пока вы об этом думаете, how many of those clients, of those 20,000, do you think added to their winning positions? а теперь, пока вы думаете, скажите, подумайте еще, как вы думаете, из этих клиентов, которые зарабатывали, сколько из них наращивали свои прибыльные позиции? Do you have an idea in your head? Ответ, какие-то идеи? 2% made money. Max. 2%, максимум 2% зарабатывали на рынке. Out of those 20,000 clients, how many of those added to their winning positions? И из этих 20 тысяч клиентов, как думаете, 20,000 people. 20 тысяч человек, There were less than 10 people из этих that 20 added to тысяч their winning positions. менее 10% наращивали свои прибыльные сделки. Last question. Последний вопрос. How many of those 20,000 people would add to their losing positions? А сколько людей из этих 20 тысяч наращивали свои убыточные сделки? They all added to their losing positions. Все они наращивали свои убыточные сделки. Because it's easy. Because psychologically, it's a bit like going to the supermarket. Потому что это легко. С психологической точки зрения это почти как в супермаркете. I bought steak at $50. Купил стейк за $50, And now I can buy it at $25. It's cheap. а теперь он продается уже по $20 или по $25. Дешево же. I can see in your eyes that I'm not sure I like this. Я уже вижу в ваших глазах такую мысль. Мне кажется, это не You нравится. want to make money trading, you have to think like this. You may not believe me right now, but you have to think like this. Если вы хотите зарабатывать на трейдинге, вы обязаны выработать у себя такое мышление. Просто должны. Может быть, вы мне еще не верите, но придется. What do you think my hit rate is? Как думаете, какая у меня результативность прибыльной убыточной сделки? You think I'm 65% hit rate? Как думаете, у меня есть это 65% прибыльных сделок? God, I wish I was 65%. Да, было бы здорово, если бы у меня было 65% прибыльных сделок. I reckon if I really total it up, I'm about 50-50. Я думаю, если хорошенько почитать, то максимум будет 50 на 50. But there's a really good chance I'm in my 40s. Но скорее Not just in все-таки age, but in percentage. я где-то ближе к 40, и не только по возрасту, но и в процентах по прибыльным сделкам. That means that when I am right, I really need to make sure I'm right a lot more than when I am wrong. Это значит, что когда я все-таки прав, мне нужно делать так, чтобы я был прав на большие суммы денег, намного больше, чем когда я ошибаюсь. When I'm wrong, Но когда я ошибаюсь, I like to do something called failed bars. я делаю то, что называется провальными барами. Failed bars is illustrated here. Неудачные бары проиллюстрированы здесь. Do you see this low here? Видите вот это дно, вот это вот минимум? Do you see that the market goes below this last low? И этот предыдущий минимум рынок пробил. Now you all know me now. Теперь вы уже знаете меня. Who sells there? Кто здесь продает? Я. And who gets stock out there? Кого вызывают стопы здесь? That would be me. Меня. Now this bar here is what I call a failed bar. Вот этот бар я называю баром неудачника. And that's the bar that forces me to, when the market goes above a very decisive bar, what I call a failed bar, I'm a buyer here. И когда я вижу такие вот бары-неудачники, после которых, после длинного движения рынок разворачивается и выбивают меня стопы, после этого я вхожу в длинную. Now, На третьей стрелочке. this bar here is a 4-hour bar. 4-hour. Это 4-часовой график.
So it's not like a 2-minute. То есть это не то, что я тут на 2 минутах клацаю, Like my что son ёрзаю. shooting Space Invaders. Как мой сын там Space Invaders когда-нибудь играет. Нет. So here, once the market begins to trade above a bar that has failed, Как только рынок пробивает вверх максимум свечи неудачника или бара неудачника, it forces me to turn my position the other way. в таких моментах я вынужден разворачивать свою позицию. And one of the things I observed in those very few amount of people that made great money trading И наблюдая за очень небольшим количеством людей, которые отлично зарабатывают на трейдинге, was their ability to change their mind. они отличались способностью менять свое мнение, передумывать. We call this behavior modification. Мы называем это изменение поведения. Why is it difficult to change your mind? Почему так трудно передумать? Because you have to accept that you were wrong. Потому что приходится признать, что ты был неправ. And accepting that you were wrong means what? А признать, когда признаешь, что ты был неправ, это что значит? It means that your ego takes a hit. Это значит, что эго снова страдает. I love correlations. What you're seeing here is the Japanese yen. This is the Japanese yen, the trade that I was telling you about. Я обожаю корреляции. Вот нижний график это японская иена, сделка, которую я вам уже рассказывал. But notice the correlation between the Japanese yen and the Dow Jones. А теперь обратите внимание на корреляцию между японской иеной и Dow Jonesом. Okay, I would like to give you a very simple technique that I use, and then I will call it a day. Я сейчас поделюсь с вами очень простой техникой, которой сам пользуюсь и буду закругляться. I use mechanical signals. Я использую механические сигналы. In everything I do, everything is mechanical. Все, чем бы я ни занимался, все механическое. It means that there's no room for interpretation. Это значит, что не остается никакого пространства для того, чтобы гадать или там, как-то интерпретировать эти What is a сигналы. mechanical signal? Механический сигнал – это такой сигнал, It's a signal that does not require an opinion. который не требует какого-то дополнительного мнения. It should be transportable between time frames. Он должен транспонироваться и использоваться успешно на разных временных промежутках. And ideally, you can use it in all time frames. И идеально, конечно, было бы использовать его на всех графиках. It has to be easy to use. Также этот сигнал должен быть простым в использовании. And it has to be easy to explain. И кроме того, он должен быть очень достаточно простым, чтобы его легко было объяснить. I use a very simple technique called a 4-bar fractal. Я использую очень простую технику, которая называется фрактал 4 бара. It is by no means my best technique, but it's efficient. Это, конечно, не самая лучшая моя техника, но она эффективна. Let me show you how it works. Давайте покажу вам, как она работает. The 4-bar fractal is an attempt to quantify mathematically a reversal. Фрактал 4 бара – это попытка математически измерить, так сказать, размер, оценить математический разворот. It is a measure of when the market has reversed. И это показатель момента, когда развернулся рынок. It's essentially a bar chart pattern. По сути, это, конечно же, используется на баровых графиках. It consists of 4 bars, 4 candles. Конечно, эта фигура состоит из 4 баров, ну или свечей. Let's look at the definition. Давайте посмотрим на определение. Easy to explain. Объяснить его очень легко. I have 4 bars. Вот 4 бара. Bar number 1, Первый бар, bar number 2, второй, bar number 3, третий, bar number 4. четвертый. Bar number 1 has to close above the top of bar number 2. Первая свеча должна закрыться выше максимума второй свечи. Bar number 3 I ignore. Третью свечу я игнорирую. Bar number 4, bar number 1 has to close above bar number 4. И снова-таки первая свеча должна закрыться выше максимума четвертой свечи. When I see this, Когда я это вижу, I have a buy signal. для меня это сигнал на покупку. Then it's up to me whether I take it or not. Затем уже от меня зависит, использовать ли этот сигнал для сделки или нет. I'm going to let this stand here for a second so you can take a photo of it. Я оставлю этот слайд здесь на минутку, чтобы вы могли его сфотографировать. Price number 1, bar number 1 is the current price. Итак, первый бар, первая свеча – это текущая цена. Bar number 2 is the previous bar. Вторая свеча – это предыдущая. If price number 1 close above the price bar high of number 2,
Если первая свеча закрывается выше максимума второй свечи, and if it closes above bar number 4, и если первая свеча закрывается выше максимума четвертой свечи, it's a buy signal. для меня это сигнал на покупку. Do you think you're ready to deploy this in a chart? Как думаете, вы готовы применить это на графике? I've done the first one for you. Первый для вас я уже прорисовал. Above number 1, sorry, we close above number 2, Закрытие выше максимума второй and we close above number 4. и максимума четвертой. There's 2 more signals on this chart. На этом графике есть еще два сигнала. Let's take this bar here. Давайте посмотрим вот на эту свечу. Does it close below the previous bar? Она закрылась ниже предыдущего минимума. Да. 1, 2, 3, 4. Does it close below this bar? Закрылась ли она ниже четвертой свечи? It doesn't close below the low of this bar. Она не закрылась ниже минимума четвертой свечи. That's not a signal. Это не сигнал. What about this one? А как насчет вот этого? Does it close below this bar? Закрылась ниже минимума второй свечи? Да. Yeah, are you okay? That this one closes below the low of this? Да, вы согласны, что она закрылась ниже минимума второй свечи? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4. Does it close below the low of this bar? Закрылась ли она ниже минимума четвертой свечи? There's a sell signal. Для меня это сигнал на продажу. Now, can we agree that this is what we call a conservative signal? Можно ли согласиться, что это такой консервативный сигнал? It means it takes quite a while. Ведь проходит какое-то время, пока этот сигнал, так сказать, проявит себя. This here is a 4-hour bar. Это 4-часовой график. The thing about it is that I got the signal earlier on the 1 hour. I could change the time frame to a 1 hour and I would get an earlier signal. Если бы я переключился на часовой график, то я бы получил этот сигнал раньше. What about over here? А как насчет вот этого момента? Do you understand why I'm short? Понимаете, почему я здесь открываю короткую сделку? Because we closed below the low of the previous bar Потому что я закрылся ниже минимума предыдущей свечи and we closed below the bar. и ниже минимума четвертой свечи. So just give an example here. Приведу вам еще один пример. We closed below the low of the previous bar Закрытие ниже минимума предыдущей свечи and we closed below bar number 4. и закрытие ниже минимума четвертой свечи. Are there any shortcomings to this technique? Есть ли какие-то недостатки у этой техники? Yes. Конечно. It can become messy if the market is not trending. Просто этот сигнал может быть неочевидным, если рынок не в тренде. And it can be slow to detect the change. И кроме того, разворот он распознает достаточно медленно. We all want to be in up here, don't we? Каждый хочет войти вот здесь на пике, правда? Now, imagine for the sake of the argument that you observe this graph for a little while. Представьте, что вы уже какое-то время наблюдаете за этим графиком. Do you think I buy down here? Как думаете, вот здесь я куплю? No. I'll probably end up here. Я, наверное, где-то здесь куплю. But imagine what your trading would look like Но представьте, как бы выглядела ваша торговля, if you never, ever, ever added to your losing trades. если бы вы никогда не наращивали свои убыточные сделки. But instead of taking your profits early, И вместо того, чтобы вынимать прибыль рано, when that brain of yours wants you to get a little ego boost, когда мозг хочет подкормить, так сказать, приласкать ваше эго, you know that feeling of, oh, I just want to feel good about myself, I'm going to take my profits. вы знаете, это чувство, когда думаешь, хочется себя так молодцом чувствовать, выбрать моя прибыль. Instead of doing that, Вместо этого, why don't you do what the 2% do? почему бы вам не делать то, что делает 2%? And you buy a little more. И докупить немножко, And a little more. и еще чуть-чуть. Not a lot. Не, немного. Just two. Так, And a little bit more. и еще чуть-чуть. You'll be the one that will be riding this, and you won't get out of here. И вы прокатитесь по всему этому росту. Конечно, вы не выйдете на максимум, But you will most likely be the one that gets out here. но, скорее всего, вы выйдете вот здесь. And you'll have profits from here to there. И у вас будет прибыль вот отсюда до туда, и отсюда до туда, и отсюда до туда.
And I swear to God, Я вам клянусь. that is how a pro trader trades. Вот Alright. так вот и торгуют профессиональные трейдеры. The last bit I want to tell you, and I got a couple of minutes left now. Последнее, о чем я хочу вам рассказать, у меня осталось всего пару минут. I met an old man. Я познакомился с одним пожилым человеком. You will get to meet him tomorrow if you're around. Если вы завтра будете здесь, вы его тоже увидите. His name is Larry Pesavento. Его зовут Ларри Просавенто. And I hope that you would. He has traveled a long way to be here. Я надеюсь, что вы будете на его выступлении, потому что он очень издалека ехал, чтобы приехать к вам. He's been trading for 55 years. Он торгует уже 55 лет. And he'll be speaking here tomorrow. И завтра здесь он будет выступать. He has taught me a lot, and one of the things he's taught me I want to pass on to you now. Он очень многому меня научил, и одна из вещей, которые он меня научил, я хочу вам передать. I call him ATBO. Я называю его Адбо. Do you know what ATBO stands for? Знаете, что значит Адбо? Это аббревиатура. ATBO is in philosophy. Адбо — это целая философия. It stands for all-time high breakout. Значит, all-time high breakout, то есть ожидающий прорыв из максимума за всю историю акции. The all-time high breakouts are the ones that are never afraid to buy something that has already risen a lot. Это люди, которые не боятся покупать инструмент, который уже очень сильно вырос. Because they believe they can never guess where the high is. Потому что они убеждены, что они не могут даже пытаться угадать, где же будет максимум. So, now that we are at the end of my presentation, Итак, мы подходим к концу моей презентации. my hope here is that you wouldn't be afraid to buy this graph up here. Я надеюсь, что когда-нибудь вы не будете бояться покупать And you would be здесь. afraid of selling short И не this graph. будете бояться продавать короткую возьму. Just like ATBO is not afraid of buying this graph here, right now, NASDAQ. Так же, как Адбо не боится покупать So when I на asked him, этом графике. Это текущий, самый актуальный график. and I made the mistake of asking him, why are you buying here? И я допустил такую ошибку, спросил у него, почему ты тут покупаешь? What's my name? Он говорит, а как же меня зовут, а? All-time high. Максимум за все времена. Same here. То же самое здесь. If you can get yourself to buy here, whether it's Dow Jones making its highest for the day, or share that's trading for the highest, and you have a prudent stop loss, Если вы добьетесь от себя, что сможете покупать вот здесь, вот когда, например, Dow Jones на максимуме дня, you will be the 2%. и при этом у вас будут хорошие стоп-лоссы, вы будете одним из 2%, гарантирую вам. Because that's the hard bit to do. Потому что это действительно самое сложное. And that's what the 98% do not have the balls to do. И именно это дело не хватает смелости у 98%. I invite you to get this presentation if you email me on tom@tomhugarda.dk. Я приглашаю вас написать мне письмо и получить эту презентацию. Напишите мне по адресу tom@tomhugarda.dk. Then you can have it translated into any language you want. Тогда вы сможете перевести эту презентацию на любой язык, на какой захотите. And last but not least, И последнее, но немаловажное, from the bottom of my heart, от всего сердца, okay, this is in Danish. Thank you. это по-датски «Спасибо». Thank you for bringing me to Kiev. It has been a great honor. I appreciate it. Спасибо за возможность побывать с вами в Киеве. Для меня это была большая честь. Спасибо. Спасибо большое, Том. Я уверена, что гости и участники вынесли очень много полезной для вас информации. Давайте еще раз поблагодарим за столь обширный график семинара. Есть вопрос? One question. Непонятно, что эти два графика мировых
The question is, you showed the example of statistical analysis of the basics of the international economy, the Dow Jones Index, and their normal distribution, and obviously. So the question is, there's a huge amount of data, and it's sort of unpredictable how they work, the Dow Jones and DAX, because they were alike so much. So the question is, what kind of trading is more profitable, the indices or forex, which is not as thoroughly studied, and it's impossible to study them solely. Good question. Хороший вопрос. Index trading accounts for approximately 98% of the activity of retail traders in Western Europe. Торговля индексами – это примерно 98% всей деятельности обычных рядовых трейдеров в Западной Европе. So in my opinion, Поэтому, по моему мнению, это мое личное мнение, is that if you want to make money trading currencies, $100,000. I would trade a long time frame. Do not attempt to trade euro-dollar on a 5-minute chart. Другими словами, если вы хотите торговать валютой, то и зарабатывать, конечно, нужно торговать на длинных графиках, не надо торговать на 5 минутках. I limit my activity to 6 products. Я ограничиваю свою деятельность, я работаю только с 6 инструментами. DAX, Dow, FTSE, oil, euro-dollar, dollar-yen. I know those products. То есть DAX, FTSE, евро-доллар, доллар-иена и Dow Jones. Yeah, I think so. Я очень хорошо знаю эти инструменты. Because you're right. Нет. There's a lot of instruments we could trade. Потому что действительно огромный выбор инструментов есть сейчас. So I prefer to know the ones I do trade. Поэтому я предпочитаю хорошо знать и понимать те, которые я торгую.